Мы находимся на Красной Поляне, курорт Роза Хутор, и в этом видео я сделаю обзор на самые дорогие места. Побываем в самом дорогом шале, посетим элитные бани, а также узнаем, сколько стоит полет на вертолете. Поедим в топовом ресторане и отдохнем в крутейшем баре. Мне просто интересно, в какую сумму выйдет весь наш отдых. Ребятушки, присаживаемся на диваны и ваши стульчики, чтобы от таких цифр никуда не упасть. Это вид из окна. Хотели бы вы накопить на хелиски? Это месячная зарплата чья-то, да, друзья? Самое дорогое шале на Красной Поляне. Сколько стоит проживание в шале за один день на новогодний праздник? Я, честно говоря, за баню никогда столько денег не отдавал. Что там будет? Это именно то место, про которое я вам рассказывал. Давай закажем икру. А сколько она стоит? 5500. Ставь на паузу, а? Друзья, мы находимся с вами на трассе Шале. Это курорт Роза Хутор. Во-первых, можно сделать пару трюков здесь. Почему бы их, собственно, не сделать, да? Мы с вами сейчас, оказывается, едем уже к первому месту. Вот трасса, а вот еще одна трасса, да? Куда она нас приведет? А вот здесь мы уже с вами видим шале. И их на территории Роза Хутор, именно в этом месте, всего 10 штук. Мы находимся в Роза Шале, который, как и говорил, находится на курорте Роза Хутор, прямо рядом с Олимпийской горной деревней. Отсюда невероятные виды в любую сторону. Туда посмотреть, налево, наверх. То есть вы живете в эпицентре событий, прямо на горе. Я предлагаю туда зайти и посмотреть, что же это за шале люкс VIP премиум класса, и все-таки узнать, сколько стоит одна ночь проживания в этом месте. Погнали! Давайте зайдем в шале и посмотрим, что это за 8-е чудо света здесь, на Роза Хутор. Посмотрим, что здесь имеется. И я надеюсь, что мы не заблудимся. Поэтому пригласили Елену, чтобы она нам помогла здесь не потеряться, рассказала, что в этом шале имеется. Вот. Добрый день. Мы зашли в шале, я вижу огромное помещение, я так понимаю, это основной зал. Что Да. у нас здесь есть? Здесь у нас накрываются завтраки для наших гостей. Так, ну хорошо, у нас здесь есть кухня, у нас есть здесь просто чил-зона, рядом с камином, и там... Вот здесь как раз таки и есть чил-зона. Там чил-зона, все, понятно. И... Ну а на кухне, соответственно, можно приготовить чашечку кофе, можно заказать повара, если самим готовить не хочется. То есть у нас есть услуга личного повара, да. И он сделает для вас все, что угодно. Какое количество людей здесь все рассчитано? Здесь размещается с комфортом 10 человек, плюс персонал. Персонал 2 человека. Сколько спален? Спален 5. Мы посмотрели, что творится на первом этаже, и предлагаю спуститься на -1, глянуть, что там. Ну, по классике я догадываюсь, что там баня, сауна, что там, спортзал, бассейн, что там может быть еще. Посмотри вон туда. Просто там коридор какой-то. Там это потайной ход на Красную Поляну, на Газпром Альпику. По-любому кто-то прорыл. Скажи, в общем, что здесь происходит, чего нас ждать? Здесь у нас 2 спальни, 1 и 2. Так. Естественно, сауна, как было сказано. Всё Сауна. правильно, да. От этого никуда мы не денемся. Люди должны отдыхать. Это та самая бочка. После сауны, да, можно спокойно занырнуть в снег, если очень хочется, если снега достаточно. А если и этого мало, То там можно в бочку. -1 этаж, я выхожу, выглядываю в окно. Походу, я у себя в квартире живу на -1 этаже. что еще у нас есть на -1 этаже? Давайте посмотрим. Сушилка, мини-прачечная, ванная комната. Зачем ванная комната? Здесь у нас есть еще одна комната для персонала. Если вы хотите разместить своих охранников,
может быть, инструкторов, то это можно сделать прямо здесь. И здесь отдельный выход для них. Сейчас мы двигаемся на 3-й этаж, проведем там инспекцию и нам ответят на самый главный вопрос. Сколько это шале стоит в сутки за один день? Мы на 3-м этаже. На самом деле здесь ничего нет особенного. Здесь туалет, гардероб и вот мастер-спальня. То есть самая большая спальня, которая здесь есть, это именно она. У меня есть, конечно, очень большие вопросы вот к этим обоям, друзья мои. Вот, но говорят, что это английский стиль. По своим объемам, конечно, спальня, будь здоров. Здесь есть также 2 спальни, чуть поменьше. И самое великолепное – это вид из окна. Так, ну что, мы переместились на самое интересное место в этом шале. Мы находимся на балконе с этими прекрасными видами на улице. И все-таки в обычное время сколько стоит один день пребывания в шале? В обычное зимнее время. В обычное зимнее время, не в Новый год. Не в Новый год. Не в Новый год. 350 тысяч в сутки. 350 тысяч в сутки, друзья, да? Ну хорошо, это же только начало всего лишь. У нас же еще есть новогодние праздники. Повышаем, У да. нас же есть новогодние праздники, да? Такси дороже в новогодние праздники. Двойной тариф. Двойной тариф? Я не знаю, к чему ты ведешь. Ладно, сколько стоит проживание в шале за один день на новогодние праздники? Ну, соответственно, двойной тариф. 700 тысяч в сутки. Ну что, люди-то были? Люди-то были, и люди брали сразу 10 дней. Друзья мои, я не хочу вас расстраивать, не хочу расстраивать себя такими, конечно, заявлениями. Не то, чтобы мы чем-то не тем занимаемся в этой жизни, но просто есть люди, которым это по карману, да? И я вообще могу порадоваться за них, да, если они честным способом заработали эти денежки и приезжают сюда их тратить, да, мы можем только им пожать руку, сказать, какие вы красавчики. А сейчас самое главное, мне кажется, настало время для фирменного блюда, именно которое можно съесть в самом дорогом шале на Роза Хутор. Что это будет? Сейчас узнаем. На самом деле не рассказывал вам, что я еще сертифицированный повар. Сейчас покажу свое фирменное блюдо прямо в этом выпуске. Нам понадобится самый главный ингредиент. Вот это невероятнейший, ну просто, как я не могу описать это словами, да? И кипяченая вода. Так, да. Заливаем кипяточком, накрываем крышечкой, 7 минут и ужин подан. Всегда было интересно, что находится в гардеробе самого дорогого шале. Опа. Ребята разбираются в стиле, похоже. Почему бы нам, кстати, не сделать обзор прямо сейчас на премиальный бренд горнолыжной одежды Верста? Узнать, сколько это стоит. Я думаю, вы тоже будете удивлены. Не только от цены, но и от качества характеристик этой горнолыжной одежды. Let's go! На мне сейчас новенький костюмчик под названием Райдер. Также один из моих фаворитов — это комбинезон ниндзя. Не просто так называется, вы действительно в нем выглядите как ниндзя. Штаны и куртка весят около 1 килограмма. Здесь даже внутренние карманы облегченные. За счет чего такой маленький вес? То есть это однослойное бесподкладочное изделие. То есть здесь на мне мембрана. Все это сделано для того, чтобы вы в солнечную погоду, как сегодня, -2 или -3, на мне термобелье и костюм. И мне кайфово, мне не жарко.
Соответственно, будет похолоднее, я надел флиску, также надел на себя костюм и катаюсь в комфорте. Комбинезон, кстати, весит тоже в районе 1 килограмма. Лучше мембранный трехслойный пакет 20 тысяч на 120 тысяч. То есть это речь идет о том, чтобы вы под снегом, там, под каким-то мокрым снегом, дождем не промокали. Также, если вам жарко, пар выходил через мембрану, и вы внутри не были мокрыми, то есть всегда были сухими. Есть всякие интересные решения, например, фиксация запястья с помощью таких липучек. Ну, просто интересно сделано. Что мне еще нравится? Самое мое любимое, на самом деле, это вот этот карман на груди. Вот здесь замок, который очень легко расстегивается. Здесь у меня телефон лежит, можно еще что-то засунуть. Мега удобная штука. Не могу не рассказать про женские модели. Мой любимый цвет пурпурно-розовый. То есть, ну, он настолько нежный и приятный, что визуально это, конечно, экстаз. Теперь подходим к самому интересному, сколько все это добро стоит. Комбинезон, как женский, так и мужской, 125 тысяч рублей. Костюм райдер, курточка, 60 тысяч рублей. И штаны 47 тысяч рублей. Как для парней, так и для девчонок. В принципе, все. Думаю, что нам пора переместиться на следующую локацию, посмотреть, что же еще на Красной Поляне есть дорогого. Let's go! Забыл сказать, у меня же есть промокод SOBOLEV на скидку 15% на все изделия от бренда Верста. Ссылочка будет в описании. Хватайте, наслаждайтесь. Мы переместились в поселок Красная Поляна. Сзади меня находится British Bunny. Все любят баньки, все любят попариться. И это, как говорят многие, самая лучшая и самая дорогая. Сейчас узнаем, что там внутри. У ребят есть различные парные, подогреваемый бассейн, 2 купели с родниковой водой, терраса с видом на горы, а также купель чан-банника, которая подогревается живым огнем. Ну, такую штуку вы могли много где видеть. Почему я сейчас стою здесь и рассказываю снаружи вам про все это? Да потому что до конца января там все занято, несмотря на цены, которые есть вот на эти бани. И сейчас я о них вам расскажу. Пришли в баньку, хотим попариться с веничком, да? И здесь это стоит от 10 тысяч до 35 тысяч на человека. Если вы хотите просто прийти погреться в этой баньке за 3 часа, средний чек на одного человека будет от 25 тысяч до 30 тысяч. Как вы понимаете, одному нельзя прийти. Конечно, можно, если у вас вот такая вот котлета, конечно, на кармане есть, можно прийти попариться одному. Вообще сюда ходят компаниями. Насколько я понимаю, плюс-минус нужно оставить здесь около 100 тысяч рублей на компанию, чтобы просто попариться 3 часа, если мы отталкиваемся от таких средних чеков. Как там парят, к сожалению, не знаю. Если кто-то был, поделитесь в комментариях, вот как вам вся вот эта атмосфера дорогой лакшери лайф. Я, честно говоря, за баню никогда столько денег не отдавал. Что там будет? Я, может быть, выйду на 15 лет моложе? Или я отдохну так, что мне хватит энергии до конца года? Год-то только начался. Сегодня январь. Вдруг там такое целебное действие. Я готов прямо сейчас отдать деньги вообще и пойти туда париться. Заканчиваем этот обзор. Ну, друзья, делайте выводы сами, пишите свои комментарии. Ну, а мы продолжаем дальше. И сейчас полетим делать обзор Luxury Life дальше. Сзади меня находится такси для богатых. Сейчас мы сделаем обзор на это место под названием Солярис Центр авиации, который находится в Красной Поляне. Я летал на вертолетах несколько раз, 2 раза в Абхазии, и
несколько раз на Камчатке я был. Что я могу сказать? Это незабываемое ощущение. Это не сравнить с катанием во фрирайде рядом с трассами. Естественно, мы катались в хелиски, взрывали пухляк в абсолютно нелюдимых местах, где нет цивилизации. Склоны в Абхазии — это что-то с чем-то. Это горы, прям как в фильмах Тревиса Райса. Это бездна с какими-то обрывами. Ну, то есть без гидов, понятное дело, суваться туда нельзя, вас никто и не пустит без гидов, понятно. Но страх определенный присутствует. Вы как маленький котеночек, которого выкинули из дома и который не знает, где он находится. Вот примерно в Абхазии я первый раз себя так и ощущал. То же самое про Камчатку. Я был на Камчатке в прошлом сезоне. Но это незабываемая вещь, когда ты спускаешься с вулкана. Ты, в принципе, видишь вулкан первый раз, ты думаешь, что это за штука, которую инопланетяне спустили просто с космоса к нам на Землю. Просто невероятной величины, там пирамида египетская такая белоснежная. И ты на вертолете поднимаешься на вулкан и спускаешься с вулкана, и потом можешь выехать к океану. Стоит ли это того? Да 100%. 100%. Потому что вот несколько раз я летал на вертолете, я платил свои деньги, кровно заработанные. Не скажу, что я пожалел. Это тот опыт, который надо пережить. Когда летал в Абхазию, это стоило 70 тысяч рублей за один летный день. Хелиски, естественно. А сейчас, насколько я знаю, цены уже подросли. Они в районе 86 тысяч. В Абхазии также летают ребята из Хели Абхазия. Вот кадры, которые вы как раз видели перед этим, это кадры мы снимали вместе с ними, я с ними летал. То есть примерно по цене 86-85 тысяч на данный момент. Также ребята, которые катали меня на Камчатке, это Камчатка Фрирайд Комьюнити, у них один летный день стоил 70 тысяч рублей в прошлом сезоне. Сейчас уже точно дороже. Примерно понимаете, на одного человека, друзья. У многих сразу же вопрос, а это все должны скинуться? Нет, один человек. Мы плавно с вами переходим к тому, что ребята в Красной Поляне предлагают. 15 минут летного времени стоит 53 тысячи рублей с одного человека. 15 минут 53 тысячи рублей. Это месячная зарплата чья-то, да, друзья? 30 минут, чтобы полетать к скайпарку и там к ущелью, стоит 83 тысячи рублей. 45 минут 113 тысяч рублей. И 1 час стоит 143 тысячи рублей. Это полеты к морю, к ущельям, над горами экскурсия. И все это с одного человека. Держите это у себя в уме. Также есть услуга трансфер. Вы думали, что Uber Black это максимальный уровень комфорта? Нет. Вот эта вертушечка, это оно самое. 115 тысяч рублей от Красной Поляны до аэропорта в Сочи. Стоит на одного человека. И самое интересное, ребята возят группы хелиски. Во-первых, они возят хелиски на Красной Поляне, то есть это северный склон у нас хребта Аибга. И это стоит 90 тысяч рублей с одного человека. Нормально, да? Если полетать в Абхазии, то это будет стоить 95 тысяч рублей с человека. Как вам цены? Скажите. Хотели бы вы накопить на хелиски? Вот смотрите вы мой канал, видите ли мой контент. Что вы думаете, как вы ощущаете? Хотели бы вы это сделать? Пишите в комментариях. Мы переместились в самый низ Роза Хутор. Здесь у нас множество отелей, множество ресторанов, всяких магазинчиков. Куда мы сейчас пойдем? Конечно же, покушать. В ресторан под названием «Красная лисичка». Если говорить англоязычным языком, Red Fox. Let's go. Ресторан Red Fox – это проект команды White Rabbit Family. С 2014 года ресторан вроде уже здесь существует, со времен Олимпиады в Сочи. И понять вообще, этот ресторан считается самым дорогим и самым вкусным. Проверить, так ли это, обязательно посмотрим цены. Let's go. И вот как здесь празднично и по-новогоднему.
Так, ну что, у нас столик рядом с камином. У нас даже есть винная карта. Это Оля. Давай закажем икру. А сколько она стоит? 5500. Поставь на паузу, а? Ты чё, ну, за 50 грамм 5500 нормально, нет? Ну откуда у меня деньги-то такие? Я сегодня доширак ел. Ну что, мы подобрали кое-что вкуснее, чем икра, да? Что это будет? Портвейн? Нет, хлеб. На самом деле цены не такие страшные, что сразу же хочется отсюда убежать. Помимо цены на алкоголь. Мы обожаем портвейн, соответственно, ну, обычная бутылка портвейна стоит 1500-2000 за 0,75 максимум. Здесь 75 миллилитров портвейна начинается с цен 910 рублей. Дальше 1700, 2900 и 3500. Ну, если вы хотите, конечно, нахерачиться в говно, друзья, то вам придется оставить здесь месячную зарплату 100%. У нас портвейн для бедных. Перед вашими глазами стоит 2000 рублей. И через 10 минут, поверьте мне, их не будет здесь. А вот, кстати, основные блюда. Можно посмотреть на рыбу. Палтус 1200, лосось в соусе терияки 1180. Мясо и птица. Все в районе 1100. Супчики, борщик за 710 рублей, луковый сып за 760. На самом деле цены, ну, выше средних. Да, ну, такие, выше средних. Супер. Копченым картофелем, прямо соусе черный перец. Спасибо. Смешно, конечно, но просто картошка холодная. Я не знаю, блядь, может со мной что-то не так, не понимаю. Но когда мы с тобой ходим в вьетнамку, фобошную от вьетнамцев за 600 рублей. Намного вкуснее. Я получаю удовольствие в 3 раза больше, я не знаю. Ну это фубо с говядинкой. Это в кляре креветочки с кальмарами. Ну, у меня крышу сносит, как эти вьетнамцы делают фубо. Это именно то место, про которое я вам рассказывал. Супчик фубо и креветочки зажаренные с кальмарами, или что это вообще? Это просто объедение, ребятушки. Ну, вкусно. Но не вау. Ну, просто качественно и вкусно. Ну, картошка холодная, я не знаю, зачем они холодные притащили. Но в целом неплохо. В целом классно. Ну, вкусно. Вкусно. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Неплохо. Неплохо? Неплохо. Ну и ничего особенного. Кажется, я уже где-то это слышал. У вас паштет из уткина, то есть с инжирным хлебом, гранатовым соусом на сюда. Ого. Красиво. Выглядит как десерт. Ну что, нам принесли счет. Я, честно говоря, не упал со стула и совсем не удивился. У нас получился счет на 6700 рублей. На человека получилось с алкоголем 3350 рублей. Я считаю, что это обычная цена среднестатистического московского ресторана хорошего. Если вы хотели оставить здесь все свои деньги, которые вы копили на целый год, то у вас этого не получится сделать. В шале мы заселились, в баньку сходили, на вертолетах полетали, покушать успели. Что нам еще осталось? Конечно же, повеселиться, потанцевать под музычку, выпить коктейльчики. И это можно сделать в прекрасном баре Чича, который также находится внизу Роза Хутор. Несмотря на эти гирлянды за 500 рублей, которые вы видите снаружи, бар Чича прекрасное заведение, где играет моя любимая музыка, играет техно, приличные люди,
Московские цены, друзья. Коктейльчики в районе 1000 рублей. Зато какие вкусные. Забегал к ребятам на Новый год как раз. Ну что, хочется подвести какие-то итоги этого сногсшибательного выпуска, который сводит с ума своими ценами. Кто-то зарабатывает 5 миллионов в месяц, кто-то зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, кто-то зарабатывает 20 тысяч рублей в месяц. Но я не могу. Я могу рассказать только свою историю. Я когда начинал кататься на сноуборде, я помню, что все выигранные соревнования, я все деньги тратил на путешествия, на поездки. Какую-то часть денег там вкидывали родители. Я просил на Новый год, на день рождения, вот все, что связано со сноубордом, я просил. Плюс у самого, если какие-то были успехи, я все это реинвестировал в свое любимое занятие. И так постепенно у меня и появились какие-то достижения в спорте. Я начал это монетизировать, у меня появились спонсоры. И, соответственно, дальше я уже и развивался. И сейчас я нахожусь в той точке, где я сейчас нахожусь. Но 700 тысяч рублей за шале я пока не могу себе позволить. На вертолетах я уже летал несколько раз. Я всех склоняю к тому, чтобы вы видели в этом какой-то путь развития, что можно к этому прийти, что это реально, а меньше пытались не то чтобы завидовать, а пытаться относиться к этому из негатива. Вот такая вот философия, в то время как я ем доширак за 30 рублей, не знаю, сколько он стоит, но это божественное блюдо от сомелье, какого сомелье? От шеф-повара Соболя Алексеева. Доширак с говядиной в самом дорогом шале на Роза Хутор. Все. Всем пока, друзья.